Всем привет! Сегодня я расскажу, как я связала простой свитер своему сыну на 5-6 лет по возрасту, где-то так. Пряжа, сразу скажу, что я не помню, что это за пряжа. Это пряжа со старых запасов. Вот. Акриловая. Свитер я вязала регланом сверху. Очень простой способ. Для детей это вообще очень простой способ вязания одежды. Размеры моего свитера для ребенка. На мальчика или на девочку. Без разницы. Я считаю, что узор этого свитера универсальный. Он подойдет как на мальчика, так и на девочку. Размеры. Вязала я на рост примерно 120 сантиметров. Ширина свитера, вот этот размер получился 31 сантиметр. Высота свитера со спины 46 сантиметров. Длина рукава отсюда, от шеи и до конца 51 сантиметр. Регланная линия 19 сантиметров. И ворот 15 сантиметров. Плотность вязания у меня, я вязала к сожалению, не знаю размер нити, но я вязала на тройке, и плотность вязания у меня была в ширину в 10 сантиметрах 29 петель и в высоту в 10 сантиметрах 37 рядов. И исходя из этих данных, я вам буду рассказывать, сколько я набирала петель и более подробно, как я вязала. Расскажу. Набрала я, исходя из моей плотности вязания и из размеров моего сына на рост 120 сантиметров, так, чтобы нормально проходила через голову, ворот нормально проходил, я набрала 98 петель. И так, чтобы совпало у меня с узором. Когда я поделю, это я тоже учитывала, когда я поделю, провяжу ворот и буду делить петли на спинку перед и на рукава, чтобы у меня красиво распределился узор одинаково. Это надо учитывать. Я набрала 98 петель, провязала 15 сантиметров ворота, потом я связала ложную кокетку. Как вяжется ложная кокетка, это все есть в интернете. Потом я распределила вот таким способом регланные линии. Вот мои 98 петель. И я делила 98 петель, поделила на 8 частей. И получилось, что в каждой 8 части 12 петель. Вот я эти 12 петель распределила на рукава. Потом я взяла на реглан по 3 петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Это часть из раппорта узора. Вот она. Раппорт узор, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот она идет у меня в регланной линии. Вот эти 3 петли. И остальные петли, то, что у меня остались, то есть я из 98 вычла 12 и 24 петли, вычла еще 12, это вот эти вот регланные линии, и оставшиеся петли я распределила на спинку и вперед. Так как у меня сын худощавый, это распределение петель идеальное. Вот. И начала вязать реглан. Я добавляла в каждом втором ряду добавляла петли. Дальше провязала я по регланной линии 19 сантиметров, чтобы у меня получилось. Провязала я кругом, добавляю каждый второй ряд по петли с каждой стороны, с каждой регланной линии, провязала 19 сантиметров. Дальше я вязала азиатский росток.
я более подробно хочу остановиться на азиатском ростке. У меня записанного видео нету, но я думаю, что можно найти в интернете много видео с азиатским ростком. Как есть два вида азиатского ростка. То есть вы довязываете, заканчиваете довязывать регланы, сколько вам надо, и потом начинаете вязать азиатский росток поворотными рядами на то количество рядов, которое вы посчитали. Я рассказывала, что считается азиатский росток, окружность шеи делится на 6 и минус 1 сантиметр. И то число, которое у вас получилось, это и есть длина вашего ростка. У меня получилось где-то 3 сантиметра. Вот я связала 3 сантиметра поворотными рядами, вот только спинки. Связала 3 сантиметра и так связала, что получилось у меня продолжение с узором совпало. Вот. И потом опять начала вязать по кругу уже до конца свитера. Дальше добавила по узору, чтобы сохранился узор. Я добавила петли, несколько петелек здесь под рукавом, и довязала, с какой мне длину надо. Дальше я перешла к рукавам. Рукав тоже подняла здесь только петелек, чтобы у меня совпал узор. И я убавляла, получается, чтобы рукавчик был красивый, такой аккуратненький по ручке у ребенка. Я убавляла раппорт в высоту каждый третий раппорт. Вот я провязала раз, два, три, убавила 2 петли сбоку, провязала 3 раппорта, убавила 2 петли с двух сторон. И так дальше я делала 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз я убавляла через 3 раппорта. И 1, 2, 3, 4. И 4 раза убавляла через 2 раппорта. И дальше связала резинку и закрыла фабричным краем. И получилось как бы такой свитер-водолазка. Я очень довольна результатом. И лягло по фигуре, красиво, аккуратно. Узор такой универсальный, и для девочки подойдет, и для мальчика подойдет. Очень хороший свитер получился. Еще раз расскажу про узор. Узор получился легкий. Здесь раппорт узора идет у нас 1, 2, 3, 4, 5 петель в ширину и 4 петли в высоту. Я раппорт оставлю в описании. Размеры тоже оставлю в описании. Всю нужную информацию я оставлю под видео в описании. Если вам понравился этот свитер, можете оставить комментарий, поставить лайк. Мне будет приятно, что кому-то понравилась моя работа и кто-то оценил мою работу. И особенно, если вы свяжете по моему такому краткому описанию для своего ребенка свитер. Мне будет приятно, что я записала видео не зря, кому-то пригодилось. Все, всем пока!